Всем привет! Задача – собрать мощный ПК для дома. Дано, нервы, 400 тысяч рублей, а также любовь к macOS. Что выбрать? Готовый мощный ПК или просто взять iMac Pro? Мы взяли и то, столкнули их лбами, и ответ есть. В правом углу наша сборка ПК, про которую мы уже рассказывали в 2 роликах, поэтому если не смотрели, то обязательно посмотрите. Собрали мы ее где-то за 300 тысяч рублей, чуть больше. Вы спросите, где 400? Сама сборка 300, добавьте туда хороший 4К монитор, клавиатуру, мышь, акустику, и вот вам, пожалуйста, еще сотка сверху. В левом углу iMac Pro, который стоит 379 тысяч рублей и продается только в такой модификации в российском Apple Online Store. Сверху добавлять ничего не нужно, здесь уже есть и клавиатура, и мышь, всего один кабель, неплохая акустика и отличный монитор. Подробный обзор тоже есть на канале. Можно посмотреть и более дешевое предложение в том же магазине Big Geek, цена там действительно ниже, плюс есть официальная гарантия, это же самый дружелюбный магазин гаджетов. Итак, начнем с ПК. Изначально идея была собрать большую, мощную машину, у нас это получилось сделать, но потом вы подали другую идею, превратить его в Hackintosh. Тема интересная, но здесь небольшой дисклеймер. Мы не призываем к этому, потому что это нелегально. Так что не обращайтесь к услугам по установке и не делайте это собственноручно. А теперь для тех, кто не знает, что такое Hackintosh. По сути, это macOS, установленный на персональный компьютер с архитектурой x86. Apple запрещает это делать, и раньше это в принципе невозможно было, но только как Apple перешли с PowerPC на x86, хакеры взялись за дело. Установить хак задачка непростая, потому что костыли и компромиссы — это ваши лучшие друзья, если вы все-таки решаетесь на это. Плюс, если у вас уже есть готовый компьютер и вы хотите поставить хак, то это заведомо гиблое дело, потому что железо нужно выбирать заранее под него и знать, какое нужно. И в итоге проблем собрать железо не так много, если бюджет не ограничен. Если он все-таки ограничен, то проблемы, скорее всего, будут. Поэтому здесь лучше сразу идти к спецам. Что вышло у нас? Это тот самый розеткит PC, это Core i9-7940X, Asus Prime X299 Deluxe, 64 гигабайта оперативной памяти, 2 SSD, BP на 850 Вт и карточка Vega 64. И вот вам первая памятка. Сейчас с Hackintosh адекватно работают только карточки от AMD. С NVIDIA проблем не оберетесь. Можно взять Vega, можно взять карту постарее, они все будут нормально себя показывать. Но здесь тоже есть проблема, потому что новые Vega до того, как вышло обновление 10.13.4, шумели на всю громкость, потому что система не могла контролировать кулеры. Обновление вышло, причем какие-то карты стали нормально работать, какие-то нет. Условно говоря, от того же гигабита не будет работать, от MSI будет. Или в нашем случае карточка от Asus не подошла, потому что при рендере видео компьютер просто зависал. Поставили референсную, все стало хорошо. В общем, тут непонятно. Нужно действительно проверять, смотреть, и никто не знает точного рецепта. Следующее. Завести Wi-Fi и Bluetooth на Hackintosh — это тоже такая проблема сильная. Это как пройти Dark Souls без смертей, практически из разряда невозможного. Поэтому, чтобы не париться, придется прикупить родненькую плату Apple от Broadcom примерно за 5000 рублей, тогда проблем точно не будет. А вот Thunderbolt 3 — это совсем сложная задача, потому что нужно подбирать и определенную материнскую плату, и настройки выставлять идеальные. У нас так и не получилось его завести, к слову. Переходим к iMac, и на фоне вот этого монстра базовая комплектация iMac Pro выглядит очень скромно, потому что это Vega 56 уже с 8 гигабайтами оперативной памяти, это 1 терабайт SSD, это 32 гигабайта оперативной памяти серверной, к счастью. Это Intel Xeon W с частотой 3,2 ГГц и разгоном до 4,2 ГГц. И держим в голове, что проапгрейдить железо здесь невозможно. Захотели обновить диск или доставить оперативной памяти, просто поехали и купили новый iMac. С ПК, конечно, не так, здесь другая проблема. Придется сутками сидеть с железом, разбираться, ставить хак и вот это все. Конечно, кому-то это в кайф. Это как Xiaomi. Здесь не угадаешь, какого цвета скелет в шкафу у человека. Опять же, за старание есть и награда. Собранный нами розеткит PC сопоставим по мощности с максимальной комплектацией iMac Pro, которая влетит вам в 1 000 000 рублей. Базовый iMac, конечно, выглядит намного слабее, но в целом мы говорим действительно про сверхмощности, которые нужны далеко не всем. iMac Pro справится со всеми задачами, что и хак, просто сделает это медленнее. Примерно в 2 раза медленнее. Поэтому, если для учебы нужно 14 ядер процессора, то, конечно, здесь никак. Мам, купи Core i9 за 100 тысяч, для учебы надо. Конечно, без цифр никуда, поэтому переходим к результатам. Они здесь такие. Cinebench R15 iMac набирает 123 кадра в секунду, хак 152. В тесте процессора результаты разительно отличаются. 1600 баллов против 3300.
Geekbench 4 сингл 5000 баллов у iMac и 5300 у ПК. В мульти 30 тысяч и 50 тысяч. В тестах Metal и OpenCL цифры следующие. 168 тысяч и 163 у продукта Apple и 207 и 192 тысячи у нашей сборки. Дальше, SSD. Здесь, конечно, прям совсем вровень. У iMac стоит крайне быстрый диск, 3000 на запись и 2400 на чтение. И у нашего PC скорости ровно такие же, один в один. Как вы можете видеть, практически по всем тестам хак выигрывает у Mac примерно в 2 раза. Это касается рендера видео. Условно говоря, берем RAW-файлы и перекодируем их в H264, и на iMac это занимает 30 минут, в то время как на хаке 12-15 минут. То же самое с After Effects. Это слишком большая разница для специалистов, которые работают с графикой и видео, и мы их понимаем, с одной стороны. С другой, в любой момент все может пойти не так. Реакция софта, нерабочие какие-то функции. Здесь, например, не работает Apple Pay, проблемы с iCloud. А чтобы обновиться на новую версию системы, придется ее заново всю настроить. Это если не дни, то часы потраченного времени. И как по мне, если средства, конечно, позволяют, лучше взять и доплатить еще 500-600 тысяч и взять уже полноценный максимальный iMac. Потому что это и официальная гарантия, и гарантированное обновление. Один из лучших дисплеев на рынке, но он компактный еще. Вывод какой? Если вам нужна рабочая машина, и вы смотрите в сторону хака, то бросьте эту затею. Лучше поднакопить и взять себе iMac. Либо второй вариант. Вы просто собираете такую же машину и пользуйтесь ей, но на Windows. Это тоже хороший выбор. Все остальное от лукавого. Ничего в этом мире просто так не делается, и Apple тоже неспроста не дают доступ к своей системе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик нажимайте, пишите комментарии, рассказывайте друзьям о нас, покажите родителям, девушке своей. Посмотрите «Собака» еще пару роликов заново. Идеально.